Новогодние праздники почти на исходе, хотя у нас есть еще какой-то совершенно фантастический старый Новый год. В общем, чтобы не праздновать, главное праздновать. Но мы устремились в погоню за ускользающим духом Рождества и будем искать его сегодня в Великом Новгороде. Конечно, масштаб праздника здесь совсем не тот, и где-то он прямо невероятно скромен. Но в этой простоте, наверное, и есть какое-то особое своеобразие этого города и отличительная черта мышления его жителей. Примеру Додо местные жители последовали с огромным удовольствием. Так, например, в Новгороде есть чучу-чай, хотя это еще не самый креативный вариант названия. Меня вот прям умилили миленькие платья из Прибалтики. Хотя мы привыкли оценивать торговый потенциал по наличию мехов и озона. Озон есть, значит, жить можно. Новгород хорош своей локальностью. От авто- и ЖД вокзала до центра не больше 15 минут. И можно спокойно пройти их по парковой зоне, не особо пересекаясь с автомобильным трафиком. Перекусить идем в бар «Чародейка». По виду и количеству мест это, конечно, кафе, а по ценнику – ресторан. Внутри уютно и вкусно. Берем бургер со стейком средней прожарки, тальятели с креветками и варенье из шишек, аккомпанементом к чаю. Варенье хоть и крохотное в своем объеме, но весьма необычное и вкусное. И даже шишечки присутствуют. Весьма заботливым жестом выглядели и одноразовые перчатки, чтобы в них кушать бургер. В общем, несмотря на то, что поели мы вкусно, я рекомендую больше для отдыха и сугрева соседнее кафе «Телеграф». Места намного больше, цены ощутимо ниже. Очень хотелось буйного праздника на центральной площади перед Кремлем, но все достаточно скромно. Пара лошадок и этнический ларек. Или все посъедали за первые дни новогодних праздников, или мороз разогнал даже самых стойких корабейников. Конечно, в Новгород стоит ехать на самом деле за культурой. За той исторической древностью, прикоснувшись к которой, немного начинаешь понимать ход событий и откуда есть пошла земля русская. Средоточие исторического и его максимальная плотность на 1 квадратный метр находится на территории Новгородского Кремля. Это самый старый Кремль на Руси, который нам известен. Прежние даты его возведения, 1044 год, после новейших исследований были изменены на 951. Кремль возводился сыном Ярослава Мудрого, князем Владимиром Ярославичем. Самый старый собор в России тоже находится здесь, на территории Кремля. И в следующем выпуске мы обязательно погрузимся в его историю, посетим Грановитую палату и увидим уникальные раритетные иконы. А сейчас мы пройдем через Детинец, так раньше называлась Новгородская крепость, и выйдем к реке Волхов на Кремлевский мост. Летописцы часто упоминали строптивый характер реки и писали, что Волхов опять течет на взводье, то есть в обратную сторону, вспять. Вряд ли об этом знают нынешние жители города, которые заботливо украшают Кремлевский мост многочисленными замочками в обещании супружеской верности и надежде на нерушимость любовного союза. На излете моста поздороваемся с нашей коллегой, девушкой-туристкой. Ходят слухи, что автор скульптуры хотел сначала сделать ее фотографирующейся на телефон на фоне Кремля, но потом решил отказаться от этой идеи. Раньше гости города щедро отсыпали донатов в снятую девушкой туфельку, но сейчас она погребена под слоем льда и снега, зато ярко и призывно торчит отполированный носик. Какое желание принято загадывать перед тем, как его потереть, я не знаю, но мы загадаем туристической удачи для нашего канала. Думаю, девушка нас поймет, все-таки мы с ней одним делом занимаемся. Смеркается, мы возвращаемся к лошадкам с оленями рожками, к Деду Морозу и Снегурочке, ловя запоздалые инсайты. Никто, кроме нас, не создаст дух Рождества. Это наш праздник,
Праздник торжества жизни над смертью, радости над грустью, надежды и упования над отчаянием. Счастливого Рождества, друзья! Счастливого Рождества!